Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу представить вам свою новинку. Это творческий комплект для рукоделия. Вот так он выглядит, заготовки, материалы все необходимые и что в итоге получается. Сегодня я подробно вам объясню, как работать с материалами, как все делать, и в итоге у вас получатся вот такие красивые сердечки. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. На сердечко 6 сантиметров, отрезок ткани 10 на 10 на 8 сантиметров, 12 на 12. Два отрезка на кисточки, кисточки одинаковые, 9 на 10. И подобраны ленты. На среднее сердечко по сердцу будет идти лента 26 сантиметров, на маленькое 22. Вешалки у меня идут 20 сантиметров одинаковые, и на кисточке 18 сантиметров. И также по размеру подобраны все стразовые цепи. На заготовках из двух половинок есть вот такой зазор на одной из них, она защелкивается. В данном случае он нам не нужен, поэтому мы его откусываем. Напоминаю, он только на одной половинке. Придерживаем пальцем, чтобы у нас никуда ничего не улетело. И так откусываем всю вот эту вот часть. И также откусываем вешалку. Немножко вот так, по чуть-чуть, чтобы заготовка у вас не треснула. И вот так по чуть-чуть все это убираем. И обрабатываем обе заготовки. Ненужные части мы откусили. Теперь берем пилочку и вот так все это подтачиваем. И также подтачиваем в месте, где мы откусили вешалку. Также обрабатываем вот здесь. Все откусываем и выравниваем. И маленькое сердечко. Берем ткань, в данном случае у меня замш, и проверяем направление ворса. Мне нравится, когда он смотрит вниз. Вот у меня получается все смотрит вниз. Ставлю заготовки, переворачиваю и буду обтягивать. Я всегда сразу делаю это одновременно, чтобы не перепутать. И теперь подклеиваем. Наносим немного клея на это углубление и вот так сборочку делаем, присбариваем и все подклеиваем. Напоминаю, что это урок инструкция к творческому комплекту. Мы с вами уже делали примерно такие сердечки, поэтому урок есть на канале. Теперь мы натягиваем замш. Вот вы видите, сильно его натягиваю, чтобы нигде никаких складочек. Придерживаю пальцем и вот тут наношу клей и также подклеиваю. Замш я выкраиваю немного с расстоянием, чтобы для всех, как бы все могли работать, если вдруг первый раз, чтобы не получилось, что вам что-то не хватает. Можно делать отрезки поменьше, но я делаю с припуском, чтобы у всех все получилось. И вот так начинаю работать по чуть-чуть, все затягиваю вовнутрь. И вы посмотрите, как красиво все ложится. Теперь перехожу наверх. Размазываю клей и натягиваю. И так обрабатываю все заготовки. Вы видите, замша очень хорошо ложится. Главное понять, где что, в какую сторону тянуть. И так обрабатываем все заготовки. И маленькие, и большие. Вот одна сторона полностью все легло. Переходим сюда. Клей я стараюсь размазывать, не просто наносить, а размазывать. И вот вы видите, все идеально ложится. Заготовки у меня обтянуты, вот такие красивые, аккуратные. И теперь вырезаем все из серединки, чтобы не утяжелять заготовку. Маленькими ножницами очень удобно делать. И у нас получится вот такая заготовка. Теперь перейдем к кисточкам. Берем два отрезка и отрезки ленты, которые у нас 18 сантиметров. Это у нас будет вешалка для кисточек.
Если вы уже делали кисточки, можно брать ножницы и сразу все отрезать. Если вы делаете первый раз, чтобы все у вас получилось ровно, лучше разделить на секторы. Я вот беру так и отмечаю 5 сантиметров и 5 сантиметров середину. И затем вот так провожу и линейкой прикладываю и снова вот так делаю линии, чтобы у меня все получилось ровно. И сверху примерно чуть больше сантиметра, можно 1,5, можно 1,3. До этого места мы будем подрезать наши кисточки. И вот у меня все размечено. И теперь беру ножницы и просто разрезаю. Примерно 2,5-3 миллиметра делаю хвостики такие. Очень удобно это на краю стола делать. И вот так продолжаем все нарезать. При этом следим за вот этими линиями, чтобы у нас все было параллельно, чтобы кисточка получилась красивой. И продолжаем работу. Кисточки у меня нарезаны. Теперь беру вешалку для кисточки, складываю красивой петелькой и завязываю узелок. Дубль номер 2. Узелок сразу не получился. Подрезаю наискосок и запаиваю. Получается красивая вешалка. И теперь собираем кисточку. Я буду подклеивать вешалку вот сюда на край. Наношу клей. Даю закрепиться и сейчас буду кисточку скручивать. Здесь надо натягивать, чтобы у нас не было лишних кармашков, там, так скажем. И вот так вот сильно, чтобы ткань у нас на кисточке не висела нигде. И постепенно вот так подклеиваем. Следим за тем, чтобы у нас вот здесь наверху все было ровно, чтобы не получилось, что идет вверх и вниз. И вот так подклеиваю всю кисточку. И продолжаю работу. Вот вы видите, здесь все ровно. Кисточка у меня скручена, и теперь я буду подрезать вот здесь. Я беру и вот так наискосок ножницами понемногу закругляю верхушку, чтобы она не была квадратная. Много сразу не режем, лучше по чуть-чуть, чтобы у нас красивая форма получилась. И вот что получается. Кисточки готовы, откладываем. Теперь берем ленту 20 сантиметров, это на вешалке. Также складываем красивой петелькой, завязываем. Делаем это для 2 сердечек сразу, чтобы было удобно. Одну и вторую. На одну из половинок подклеиваем вешалку, наносим клей. И вот этот узелок опускаем вниз. И даем закрепиться. На нижнюю часть подклеиваем кисточку. Также наношу клей. Я завязала узелок. Можно этого не делать, но я всегда так делаю. И тоже даю закрепиться. И теперь склеим 2 половинки вместе. Я всегда сначала примеряю, вот так пальчиками смотрю, чтобы все было ровно. И если у вас не получается склеить сразу все, склеиваем сначала одну часть и потом вторую. Сейчас покажу, как это сделать. Пальчики я не убираю. Вот я держу, наношу клей на одну часть. И вот так ровненько все укладываю. Если где-то у вас вылезает клей, пускай вылезает, не трогаем его. Затем, когда он высохнет, вот у меня вылез, мы сможем ровненько все подрезать и ничего не будет видно. Прижимаем и даем закрепиться.
Одна часть у меня подклеена. Теперь я вот так пальчиками раздвигаю вторую часть и наношу клей. Потому что многие пишут, что у них не получается с одного раза все подклеить. Вот я нанесла клей и теперь просто выравниваю и прижимаю, даю закрепиться. И вот клей у меня тут вылез, он высох. Я сейчас беру ножницы и вот так аккуратненько все подрезаю. И у меня все чисто. Сердечко у нас почти готово. И теперь берем самую длинную ленту 3 миллиметра и можем смело разрезать ее на 2 части. И, конечно, все края нам надо обработать, чтобы ничего не сыпалось. И теперь подклеиваем от кисточки вверх. Наносим аккуратно клей. Вы видите, я совсем тоненькую такую полосочку нанесла. Даю закрепиться, перехватываю, чтобы мне было удобно работать. И теперь наношу клей. И под натяжением приклеиваю ленту. Вот что получается. Я дошла до верха. Вот здесь вымеряю, так как я ленту всегда даю чуть-чуть с припуском. И лишнее отрезаю. Также все подпаиваю. И теперь вот так вплотную подклеиваю. Наношу клей. Вот, все вплотную у нас подклеено. И также поступаем со второй стороны. Сердечки у меня готовы. И сейчас буду подклеивать стразовую цепочку. У меня это с жемчугом. Я использую вот такой аппликатор. Сейчас все разобрали, но я заказала. И я использую клей уху. Меня часто спрашивают, как я этот клей наливаю в бутылку и много других вопросов. Просто я беру, открываю его, клей. И вот так вот наливаю. Клей не засовываю туда, иначе образуется воздушная пленка и клей не проходит. Поэтому вот наливаю, сколько клея мне надо. При работе с клеем я использую мокрую салфетку. Я ее просто беру, складываю в стаканчик. И когда работаю, клей держу вот так вниз, прямо открытый, вот так вот. И тогда он не успевает высохнуть, и очень удобно. И также салфетку использую, если мне надо подтереть носик. Размеры цепочек уже просчитаны. Поэтому я беру клей, буду подклеивать одну с одной стороны, другую с другой стороны. Наношу вот так чуть-чуть. Так, сейчас клей у меня вниз. Вот. На одну часть чуть-чуть. И укладываю аккуратно цепочку. Даю закрепиться. И затем также на вторую часть. Вешалка у нас окажется посередине. Цепочки у меня с двух сторон подклеены. Теперь я раздвигаю цепочку. Вот так аккуратно. И наношу клей на ленту. Когда тут начинаем работу, чуть-чуть надо аккуратно поработать, чтобы клей у нас никуда не вылез. И укладываю цепочку с одной стороны и с другой стороны. И теперь вот так совмещаю, придерживаю и пальчиками ее вместе совмещаю. Вот вы видите, как все получается. Даю закрепиться, снова отодвигаю, снова наношу клей. Мне немножко неудобно под камерой, но я постараюсь, чтобы вам было все видно. Вот наношу клей только на ленту и наношу достаточно много. Снова укладываю. Вот вы видите, я не доходя как бы 1 сантиметр, вот у меня не сходится. Сейчас я беру пальчиком и вот так все выравниваю. И наклею, дохожу до кисточки.
Вот я дошла до кисточки. Теперь кисточку огибаю с двух сторон и продолжаю вот здесь подклеивать цепочку. Также наношу клей на ленту. Сначала тут 1 сантиметр. Перед этим я сказала, что не доходя 1 сантиметр, но, конечно, миллиметр. Потому что здесь все очень мелко. И вот так совмещаю все и продолжаю работу. Доходим до верха. Вот здесь у меня я чуть-чуть подрежу. Как я говорила, даю всегда с припуском чуть-чуть все. Все лишнее подрезала. И теперь все совмещаю и подклеиваю. Ничего сложного. Кто со мной давно на канале, уже знает, как все это делать. Наносим клей и все совмещаем. Здесь лучше воспользоваться пинцетом. И даем закрепиться. Сердечко у меня готово. Сейчас буду украшать кисточку. И на кисточку я также приклею ленту, чтобы у меня клей не испачкал замш. Приклею 2 ряда ленты. При этом учитываю ширину цепочки, чтобы у меня лента не выглядывала из-за, когда приклею 3 ряда цепочки. Поэтому сложите 2 ленты рядом и посмотрите, насколько цепочка будет заходить чтобы не выглядывала. Сейчас подклею 1 ряд и затем 2. И покажу, что я имею в виду. Вот 1 ряд и 2 вот так рядом, немножко наверх. Сегодня очень длинный урок, но мне хочется сделать инструкцию по этим сердечкам от и до. Вот, и когда я наложу 3 ряда цепочки, у меня ничего торчать не будет. И подклеиваю еще 1 ряд. Ну и теперь я также наношу клей на цепочку, на кисточку, извините, и укладываю цепочки. 1 посередине и по краям. Все ровно укладываю и даю закрепиться. И продолжаю работу. В комплект я вот эту тоненькую маленькую ленту не нарезала на кисточку. Здесь можно использовать любую ленту, которая у вас есть, подходящую по цвету. Так как тут маленькие кусочки, они могут потеряться. И все подклеиваю и замыкаю все края. Мои сердечки готовы. И к каждому комплекту будет идти или вырубка, или стразы. И тут можно уже решать, где вы хотите расположить вырубку. У меня будет с одной стороны и с противоположной стороны. Сначала можно примерить, расположить, как вам нравится. Здесь уже можно проявить фантазию. Можно больше, можно меньше. И когда вы определитесь, можно все подклеивать с одной стороны. И также можно и когда вы определились с расположением, можно цветы подклеить между собой. И к самому сердечку. Аккуратно наношу клей и подклеиваю.
Придерживаю пальцем и аккуратно все подклеиваю. И продолжаю работу. А сейчас украсим цветочки стразами. Я обычно высыпаю стразы на столе и обязательно сначала примеряю. Если мне подходит камень, я наношу клей, вот так немного его не размазываю, а делаю вот такую башенку. Даю немного закрепиться и только сейчас клею стразину. В этом случае клей у вас не растечется. Примерила. Вот, наношу клей. Даю закрепиться и приклеиваю. Вот сюда мне подходит этот камень. Потеряла камень, вот он. И так украшаю все свои цветочки. Получается очень красиво. На замше надо очень аккуратно работать. Вот вы видите, что получилось. Мои сердечки готовы. Вы видите, что у меня получилось. Сегодня я постаралась вам подробно показать, что же входит в комплект для рукоделия. Творческий комплект, как я его назвала, и как использовать все материалы. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.